Всем привет! Мы продолжаем свое путешествие по Латвийскому побережью. И сейчас направляемся на мыс Колка, выехав из города Вентспилса. За бортом последний день лета, а если быть еще точнее, последний его вечер. Настроение хорошее настолько, что решил заехать посмотреть одно стояночное место, оборудованное акционерным обществом Латвijas Valsts Meži. Находится оно недалеко от дороги П-124, на берегу реки Ирбе. И чтобы туда попасть, надо свернуть направо на лесную дорогу за 250 метров перед мостом через реку. А вот, собственно, и описанное выше место. Небольшая полянка на берегу реки в окружении леса. Вы знаете, а здесь действительно очень душевная атмосфера. Если сюда заехать более многочисленной компанией, на шашлычки там с посиделками у костра, то почему, как говорится, и нет. Но ночевать здесь вдвоем с женой как-то боязно. Уж очень в этом году злые комары. Поэтому будем придерживаться первоначального плана и заночуем на одной из двух автостоянок возле мыса Колка. А это место возьмем на заметку и будем про него вспоминать в следующие визиты в эти края. Но продолжим свое движение в указанном выше направлении. Тут осталось уже совсем чуть-чуть. Как говорится, разогнаться до скорости звука, а дальше накатом доехать можно. И вот мы припарковались на автостоянке, которая расположена на берегу моря. И как можете видеть, здесь уже значительно людней, а значит и веселее. Рядом с автостоянкой имеется наблюдательная функционирующая вышка, на которую мы сейчас и взберемся, чтобы оценить окружающий мир на предмет достопримечательностей. Балтийское море с прибрежной дюнной полосой. Это, собственно, и есть главный притягивающий фактор этого места. Прогулки в таких местах не только остаются в памяти, но и весьма благотворно влияют на нервную систему человека. Если присмотреться на линию горизонта внимательным взглядом, то можно обнаружить некую темную точку, которая при приближении обретает вид небольшого острова с маяком на нем. Данный маяк был построен в 1875 году вместо старого на опасной для судоходства отмеле. А это, собственно, замечательный берег Балтийского моря. Вернувшись обратно на автостоянку, решили съездить на вторую, которая находится примерно в километре, может чуть больше от первой, так сказать, для сравнения. И вы знаете, нам здесь понравилось больше, потому как впервые передвигаясь на автодоме, начинаешь ценить присутствие рядом мокрого туалета с умывальником и наличие электророзетки. Еще одним отличием данной автостоянки является ее географическое расположение на берегу Рижского залива. И хотя Балтийское море и Рижский залив по сути одно целое, посмотрите, какая разница. Да здесь сосны нависают над водной поверхностью, словно это озеро. А водная гладь замерла в своей неподвижности, отражая небосвод, словно зеркало. Поужинав, перед сном решили прогуляться на мыс Колкас-Ракс. Если посмотреть на этот мыс на карте, то он напоминает рог в северном направлении и как бы защищает близлежащий берег Рижского залива от преобладающих в этом месте западных и северо-западных ветров. Но иногда, судя по такому бурелому, ветерок бывает и северо-восточный, и причем очень сильный, и все, что нависало над водой, оказывается в этой самой воде. Но продолжим свое движение по краю небольшого обрыва, по тропинке, которую вытоптали до нас тысячи ног таких же путешественников, как и мы. И вот мы достигли нужной точки, которая является разделительной полосой двух географических понятий – Балтийского моря и Рижского залива. Она представляет из себя длинную отмель, уходящую далеко в море. На ее сухопутном краю раньше находилась какая-то каменная постройка. Но время
неповторимая в своем движении, уже поработала над этим местом, чтобы привести его внешний вид в соответствие с окружающим ландшафтом. Опять попал в кадр маяк. Он до 1917 года назывался Домеснесским, а с 1979 года маяк стал автоматическим, и на нем была установлена изотопная энергетическая установка, использующая энергию радиоактивного распада для питания. На обратном пути опять удивились неподвижности прибрежных вод Рижского залива. Полный штиль с отсутствием горизонта, намекающий на последние минуты лета и на то, что пора идти ложиться спать. И вот наступило первое осеннее утро в той же локации, в которой мы остановились вчера. Примерно в этом направлении нам сегодня предстоит ехать через поселок Колка, который начинается буквально за нашей автостоянкой. И именно этому населенному пункту принадлежит пирс, длина которого указывает на пологую и мелкую прибрежную полосу. Поселок Колка имеет более чем тысячелетнюю историю и изначально назывался Куолка. Это название дали ему ливы, национальность, которая проживала в прибрежных районах задолго до прихода сюда племен балтов. С XIV века до конца XIX у него еще было второе название – Домеснес. В поселке с населением чуть более 600 человек находятся 3 церкви, представляющие 3 самые популярные и религиозные общины Латвии. Одна из них расположилась буквально в 50 метрах от нашей автостоянки. Это Евангелистская лютеранская церковь, построена здесь в 1885 году, на месте старой деревянной. В советское время кирха использовалась как склад, а с отделением Латвии от Советского Союза здание вернулось к выполнению своих первоначальных задач и было отреставрировано. Недалеко от кирхи имеется еще православная церковь, по дороге которой засняли вот это симпатичное, изначально немолодое строение. И вот среди крон деревьев показался искомый храм. Интересная деталь. Похоже, что данная церковь построена из таких же материалов, что и кирха, то есть из камня и красного кирпича. Называется данный храм Православная церковь в честь Рождества Христова в Колке. Она была построена в 1890 году и при внимательном осмотре выглядит весьма неплохо, а местами даже красиво. Церковь почему-то похожа на заброшенную, но это не так. Раз в месяц здесь проводится богослужение. И вот мы покинули автостоянку и продолжаем свое путешествие по латвийскому побережью. За бортом проплывают дома Колки, среди которых где-то затерялся 3-й религиозный храм поселка. И вот мы его нашли. И судя по крыше из дранки, это религиозное строение, в отличие от первых 2 церквей, строилось другой бригадой строителей. Про такие сооружения принято говорить сакральные. Очень интересно смотрится. Это римско-католическая церковь Святой Марии Звезды Морской в Колке. Изначально этот маленький костел был построен в деревне Сака, рядом с Павелостой. Случилось это событие в 1935 году. Но в 1997 ее разобрали и перевезли в это место, заодно обновив внутреннюю облицовку и кровлю. Смотрится она в этом месте, конечно, очень естественно. А тут есть немного информации, в основном той, которую я уже вам поведал. Но скажем Колки аривидерчи и продолжим свое движение по дороге П-131 в сторону Тукумса. На этой дороге попадается много рыбацких деревенек, а может быть правильно говорить поселков. Не доезжая до поселка Калтене,
Остановились на автостоянке, прямо на берегу Рижского залива с названием «Каменистый берег Калтена». От стоянки к воде ведет обустроенная дорожка, значит, есть на что посмотреть. Но на берегу уже стоит моя конкурентка, которая лишает меня возможности снять эксклюзивное авторское видео. А здесь действительно каменисто. Не знаю, то ли мне везет, то ли это обычная повседневность, но в последнее время часто в таких местах на заливе наблюдаю лебединые тусовки, особенно в сентябре. А сегодня как раз первый день первого осеннего месяца. Это ж сколько домов можно построить с такого количества каменных валунов? А сколько уже построили? Я не орнитолог, чтобы разбираться в птицах, но что-то мне подсказывает, что это баклан. Ехаем дальше. И это у нас мост через канал Мерсракс в одноименном поселке, который является одним из самых крупных на нашем пути сегодня, и его порт. А это поселок Берстемс, что в переводе означает «березовый поселок». Только берез почему-то не видно, а в остальном, очень приятное место. В этом лесочке имеется съезд прибрежный кемпинг, которых по дороге не могу сказать, что много, но они имеются. И их заманительные указатели каждые 8-10 километров попадаются на глаза. А сейчас мы проезжаем крупное приморское село с красивым названием Энгуре. Кстати, данный населенный пункт считается одним из старейших в Латвии. Первые упоминания о нем датируются XIII веком. И, конечно же, на протяжении веков основным занятием местных жителей являлась и является ловля рыбы и переработка. Кстати, после Энгуре дорога покидает берег Рижского залива и устремляется в сторону старинного города Тукумс. И вот мы уже в Тукумсе и даже сумели припарковаться практически в самом историческом центре, в чем нам помогла автостоянка возле Ледового холла. Не успели мы пройти первую 100 метров, как я понял, что мне здесь уже нравится. Посмотрите, как здесь все аутентично. Засмотревшись по сторонам, я даже забыл назвать эту локацию. А это у нас площадь Катрины, в очень красивом архитектурном обрамлении. С площади Катрины вышли на площадь Свободы. Судя по названию, это самый центр города, и все дома, соответственно, выглядят на десяточку. А эта необычная наружная реклама указывает на большую вероятность нахождения в этом месте магазина по продаже подобных изделий. Как все-таки интересно видеть в старинных городах абсолютно не похожую ни на что архитектуру. Это вам не безликие пятиэтажки и хрущевки, построены в разных городах по одному проекту. А это у нас перекресток улиц Гармонии и Большой, и уже второй участок на нашем пути, на котором осуществляется замена дорожного покрытия. А вот этот сказочный дом находится в месте слияния Большой улицы и площади Свободы. Очень необычно, особенно вынесенная башня. А на площади, я смотрю, куда ни глянь, везде архитектурные шедевры. Белое здание с красной крышей справа все больше напоминает строение, пропитанное религиозным духом.
И если вы не против, я к нему подойду. Ну что тут сказать, здание выглядит как очень немолодое. По крайней мере, у меня создается именно такое впечатление при взгляде на эти мощные, но аскетичные стены. И я оказался прав. Согласно этой табличке, Евангелистическая лютеранская Свято-Троицкая церковь была основана в качестве приходской церкви в 1567 году. Большая улица, обогнув вышеобозначенную церковь, повернула на 90 градусов и устремилась на запад, как будто предлагая пройтись по ней в этом направлении. Но буквально через 50 метров к большой улице справа пристыковалась новая улица, и, взглянув в ее глубь, мне сразу очень захотелось по ней пройтись. Тут, я понимаю, был просто забор, а теперь вот картинная галерея. Дворики в старом городе также весьма интересны своими архитектурными решениями и свежеуложенной брусчаткой. А это у нас Тукумский римско-католический костел Святого Стефана. Год постройки 1896. Интересный факт, что в нем находится орган 18 века, сохраненный от старой церкви. Архитектурный стиль постройки, как вы уже, наверное, догадались, готический. А это типичное поведение днем ночных охотников и семейства кошачьих, которое с течением веков не претерпело никаких изменений. Новая улица, между тем, сменила свое название на гармоничную, и окружающая картинка стала еще гармоничнее переплетаться с уже далекой историей этого места. И тем удивительнее видеть в этом месте такое обшарпанное муниципальное здание, в котором находится Тукумский музей, основанный в 1935 году как первый художественный музей вне города Риги. Какой интересный симбиоз западноевропейского города и местного деревянного зодчества. А тут у нас произошла встреча двух родственных душ. Улица Гармония мне очень понравилась. Всем рекомендую, кому придется остановиться в Тукумсе. А это улица Садовая. И здесь уже не так гармонично в сравнении с предыдущей улицей. Но тем не менее, несмотря на простоту декора, чувствуется возраст зданий. Какое необычное здание для Тукумса на большой улице. А вообще интересный факт, вы не находите? Автор этого видео все участков в городе, а уже заявляет, это здание обычное, а это необычное. И это при том, что Тукумс был основан немецкими миссионерами в 1201 году. А это предполагает, что архитектурные стили здесь могут принадлежать к самым разным историческим эпохам. Поняв, что старинный налет на окружающих зданиях сошел на нет, вернулись на площадь Свободы, и сразу глаза стали радоваться окружающей это место атмосфере. Сейчас мы идем по Замковой улице, названной так в честь когда-то существовавшего на ней замка Ливонского ордена. Случайно справа обнаружил узенькую улицу, а может просто тротуар во двор. Не зайдешь, не узнаешь. Это оказалась тоже Замковая улица, но как бы потайная. Как в таких случаях говорят, только для своих. А мы как раз такие и есть. А здесь очень уютненько, несмотря на то, что у улицы значительный уклон вниз. Но вот, кажется, улочка закончилась, а с ней и город. Но ведь так не бывает. Мы же в центре только что были. Значит, где-то должны быть окраины.
а здесь только мост через какое-то болотце. Зато также быстро вернулись на Замковую улицу, ту, которая большая. И не зря, правда? А вот посмотрите, какую красоту я нашел. Называется это место кафе «Замок» или «Пилс» по-местному. Но смотрите, как талантливо и красиво оно построено под средневековый образ. Впрочем, здание напротив также соответствует духу этого места. Смотря или читая других авторов, часто слышу, как они сравнивают архитектуру двух городов, употребляя выражение «здесь архитектура похожа на ту, которую я видел в таком-то городе». Но на самом деле архитектура везде своя, а вот стили, да, они похожи, а по-другому и быть не может. Дойдя по Замковой улице до церкви Святого Николая, которая, к сожалению, оказалась вся в строительных лесах, повернули назад, заодно еще раз запечатлев кафе «Замок». А вот этот домик, небогатый на окна и декоративную лепнину, есть не что иное, как самое старое строение Тукумса. Это единственная чудом сохранившаяся башня местного замка Ливонского ордена. А последний был построен в Тукумсе примерно в 1277 году. Сейчас в ней находится небольшой исторический музей. Основная же масса тукумчан живет в типовых советских многоэтажках, похожих на те, которые видны в немалом количестве на дальнем плане. На этом закончилась наша небольшая прогулка по Тукумсу, в результате которой выяснилось, что данный город весьма интересен на исторические здания и выглядит очень ухоженным. И часовой прогулки здесь не хватит, чтобы посмотреть все интересности. Всем спасибо за просмотр.